В какую камеру вместе сядут Шойгу и Герасимов? Какое прорывное решение ЕСПЧ принято касательно украинского Крыма, который Путин практически потерял, потому что никогда российским и не был? И насколько мы близки к нашему вступлению в Евросоюз? Очень много у нас вопросов, очень много тем, и традиционно, еженедельно будем разбирать их прямо сейчас. Ирина Узлова меня зовут, Михаил Шетельман, политтехнолог, вместе с нами. Михаил, здравствуйте, рада вас видеть, слава Украине. Героям слава, здравствуйте, Ирина. Я так подумала, что пора время спрашивать Шойгу Герасимов, где нет, не боеприпасы, уже это год назад уже один доспрашивался, а где сухари, верно ведь, Михаил? Да, вот я сегодня долго думал, какое слово туда поставить в названии стрима. Слово «сухари» не придумал. Спасибо Я дарю вам. дарю. Ну, уже поздно, я уже выпустил «Где адвокаты?». Ну, типа там это, снаряды, адвокаты. Я пытался рифму к слову «снаряда», нужно было «сухари», вы правы. Да, браво. Да, вообще камера-то растет, вы заметили? Камера вот эта гаагская, да, насколько она разрастается. Там уже, значит, у нас Соколов, командующий Черноморским флотом, какой-то Кобылкин, или как-то так его зовут, не помню, командующий этими авиацией дальнего следования в Российской Федерации. Там уже Путин Владимир Владимирович. Там уже, значит, Мария Львова-Белова, скорее всего, отдельно. Она же идет на женскую тюрьму. Хотя они не признают же там, да, женских тюрем. У них же там что-то с ЛГБТ. Ну, ладно. В общем, еще Мария Львова-Белова. И вот теперь у них Герасимов. И вот теперь у них, значит, Шойгу. И все эти шестеро уже в розыске. И мне кажется, это делает Россию, ну, совсем как бы фейк-стейт. Понимаете? Ну, как это? Что это за государство, в котором президент в розыске? Дальше им не повезло очень с Шойгу, потому что он сейчас этот самый начальник, как это называется, Совет Безопасности Российской Федерации. Это-то. Второй человек в иерархии, получается. Представитель Совета Безопасности тоже в розыске. Генштаб в розыске, ну, там уже командующий родами войск в розыске, и, значит, омбудсмен детская тоже в розыске. Как бы много, да, много. И за что не возьмись, они все в розыске. Поэтому, как только что-нибудь происходит, и кто-то делает какое-нибудь заявление, я первым делом вспоминаю, подожди, так этот человек в розыске. Вот в пятницу, в субботу, когда в Севастополе там ракета кого-то убила, то делала заявление Мария Львова-Белова. По поводу того, что там дети, Севастополь страдают. Ты такой думаешь, подождите, это кто говорит? Уголовница, которая скрывается от правосудия, говорит, ну почему должны ее слушать? Или, а почему в России, ну в РФ, будут в безопасности чувствовать себя дети, если их омбудсмен в розыске за воровство детей? Ну, странно, правда же? Вот. Поэтому такая экзотичная картина страны России получается, по-моему, правда? Потому что это страна-тюрьма, вот так у нее все и уголовники. У них же вообще зэки второе имя. Так они любили их и на фронт посылать, и не только. Уже, правда, даже эти тюрьмы опустошены, но вот другие ими же и пополнятся, гаагские. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал оперативно на решение Международного уголовного суда и говорит, что каждый преступник, причастный к планированию и выполнению этих ударов, должен знать, что правосудие будет совершено, и мы надеемся увидеть их за решеткой. Этих ударов, это тех ударов, имеет в виду наш гарант, которые наносили, начиная с 10 октября 2022 года по конец весны 2023 военные преступники Шойгу, Герасимов и те, кто рядом с ним, по нашей энергетической инфраструктуре, не только пытаясь занурить нас в холод, голод, нужду и страх, чего у них, конечно же, не получилось. Зеленский добавляет, сегодняшнее решение является четким свидетельством того, что правосудие за российские преступления против украинцев неизбежно. Михаил, ну а практически действительно мы их можем увидеть за решеткой? Кого-то из них, да. Тех, кто доживет, я думаю, да. Это вопрос будущей судьбы России, который нам трудно сейчас предсказать. В каком смысле? Давайте возьмем послевоенную ситуацию. Я сейчас послевоенную специально так утрированно говорю, потому что не совсем понятно, что это, да, что это за ситуация. Но у нас мир наступит только тогда, когда рядом с нами не будет путинской России. По-другому невозможно. Это все сейчас поняли. Это в том числе вот сегодняшнее решение об этом говорит, что невозможен мир при путинской России. Это будет какая-то другая Россия. Я не знаю, какая, но какая-то другая. И вот эта какая-то другая Россия, есть такое у меня впечатление, не знаю, что она захочет сотрудничать с миром. Не, она может быть вообще не демократичной ни разу. Она может вообще быть не свободной. Она может быть разделена на 100 частей или быть одним большим куском. Но она захочет, почему сотрудничать с миром? Она захочет продавать нефть и газ. Захочет. Вот. А в обмен на нефть и газ нужно будет сначала выдать тех, кто в розыске в Гааге. Путина они убьют, они его не выдадут.
во-первых. Во-вторых, не факт, что при жизни Путина прекратит существовать путинская Россия. Но вот этих, Шойгу, Герасимова, а что такого ценного имеют эти персонажи? То есть этих спокойно выдадут, мне кажется. Почему бы и нет? Мы будем, конечно же, на это надеяться, что если они доживут, а может их и свои уже уберут, потому что как-то не очень довольны ни одним, ни вторым, ни третьим, Белоусовым, российские даже другие военкоры, военные преступники тоже. В частности, они недовольны, что Крым, полуостров, который не принадлежит Путину, как-то не то что не защищен, не оборудован укрытиями, ничем, и воют, Михаил. У них там просто целая истерика. Теряем Крым. Ну так а что же они хотели? Во-первых, сегодня блестящее совершенно заявление сделал зам госсекретаря США. Значит, заявление примерно такое было, что в силах российского руководства прекратить страдания гражданского населения России. Для этого достаточно вывести войска с территории Украины. Почему это блестящее заявление? Потому что он дословно повторил высказывание Пескова. Песков когда-то как раз вот во время упомянутых вами событий с уничтожением нашей энергетики, Песков сказал, что во власти украинского руководства прекратить страдания мирных жителей Украины. Для этого нужно капитулировать, сдаться россиянам, и тогда перестанут, значит, уничтожать россияне энергоструктуры и перестанет страдать украинский народ. И вот сейчас прямо дословно абсолютно замгоссекретаря, а я уверен, что это специально была цитата из Пескова, просто дословно повторил все по поводу истории с Крымом и Севастополем. Вот ведь как невзначай, да, такое получилось. Теперь по поводу, что там свои, не свои, кого куда. Шойгу уже и так уволен. Мы понимаем, что он переведен на некую должность, откуда его будут постепенно спускать на тормозах вниз. Но это не снимет его, никто не отнимет, не отменит ему розыск. Да? Но он не имеет доступа к каким-то тайнам. Поэтому, когда придет его час садиться на тюрьму, то как раз он-то и будет первым кандидатом, потому что он не представляет собой другой ценности и не будет владеть секретной информацией. Дальше. Про Герасимова пока это сказать не можем. А вот Белоусов, интересно, вот он же пошел на эту должность, да, согласился быть министром обороны. А ведь сейчас российская армия, вот прямо сейчас, каждый день наносит удары по нашей энергетике, снова пытаясь заморить нас голодом, холодом и так далее, и так далее. Снова. А значит, Белоусов ровно через 1,5 года окажется в розыске в Гааге. Он об этом сегодня уже знает. Представляете, да, человек назначается на должность, зная, что и потом в результате с этой должности поедет в Гаагу обязательно. Тоже приятно. Вот. Ну, а Севастополь, я думаю, что нам, к сожалению, еще очень большая работа предстоит, чтобы он стал действительно беззащитен. Но это наше политическое руководство, по-моему, в начале года сказало, что задача на этот год – это Крым. Освобождение Крыма. Не обязательно прям удастся полностью освободить. Взять его в осаду в этом году. И целенаправленно, по-моему, наши идут к этой цели. Михаил, а вот знаете, я не уверена, что Белоусов, приходя на эту должность, уверен, что его ждет Гаага. Они же думают, что они все правильно делают, что они борются с каким-то нацизмом, что они борются, хотят нас денацифицировать, демилитаризировать. Неужто? Или полагаете, что это все такая бравада публичная? На самом деле эти военные преступники понимают, подозревают, что что-то не то? Скажем так, он знает, что его будут разыскивать из Гааги. Он знает, что будет ордер. Он не знает, что он туда попадет. Почему он не знает? Он уверен в победе. Конечно, человек, который идет на такую должность... а как? Послушайте. Человек идет на такую должность, он уверен в том, что они победят в войне. Идти, получать назначение министром обороны, зная, что ты проиграешь войну. Вот я помню, когда Гитлер покончил с собой. Я как помню, я тогда еще не... Читал я потом об этом. Когда Гитлер покончил с собой, то, мягко говоря, многие не захотели занимать разные там высокие посты. Хотя, казалось бы, прекрасная страна, тысячелетний рейх. Садись, не хочу на высокие должности. Да? А нет, что-то никак не могли сформировать новое правительство. Видимо, может, их смущало то, что в этот момент американская армия уже захватила половину Германии, а вторую половину советской, и там обстреливался Берлин. Может быть, поэтому они не хотели. Вот сейчас пока в России еще, как видите, проблем нет найти назначенцев. Пока они все уверены в победе. Конечно, они уверены в победе. Конечно, они уверены, что они победят, и что тогда это будут условия победителей. Кстати, Путин же не зря говорил, вот когда он выступал с тем, что вот у нас условия такие-то, со своим ультиматумом, он сказал: и снимайте с нас санкции. Он даже не стал добавлять, что меня из розыска убирайте. Конечно же, это подразумевалось тоже.
Михаил, еще одно разгромное решение для Путина, о котором я упоминала в нашей подводке. Европейский суд по правам человека вынес вердикт по делу Украина против России относительно Крыма, признав систематические нарушения прав человека во временно оккупированном полуострове со стороны страны-агрессора. Там просто огромный вот такой из пункта 15 плюс лист этих нарушений, которые Россия инкриминует. И мне кажется, что это тоже уникальное такое решение и показывает и мировому сообществу, и самому Путину, что ничего безнаказанного не останется, как это осталось для него, к сожалению, 10 лет назад, больше, когда аннексия Крыма и произошла, и тогда мир был просто обеспокоен. Будет ли иметь и здесь практическую реализацию такое решение? И понимает ли Путин все-таки, что Крым уже давно не его, и его и не был? Или все-таки пока нет? Это решение не будет иметь отношения к освобождению Крыма, я вам так скажу. Это будет иметь другой совершенно смысл. Тот же, что имеет, например, доклады ООН о ситуации на оккупированных территориях. Вот такие доклады существуют. Они публикуются регулярно, кстати, там раз в полгода, по-моему. И в этих докладах фигурируют конкретные имена, кто пытал людей и так далее, что зафиксировано, в каком городе. Все прям случаи зафиксированы. Их очень много. Там даже написано, что это все на грани геноцида там, и так далее. Ну, не написано слово, что это геноцид, но тем не менее. Вот такие доклады, как ООНовские, такие, как решение этого суда, они потом чем станут? Несколько документов. Первое – это послевоенные суды. Потому что мы все помним Нюрнбергский процесс в Германии. Мало кто помнит Нюрнбергские процессы, которых было штук 10, уже специализированные. Да? Вот это над финансистами, это над министрами, это над врачами, это над военачальниками. Это были отдельные уже процессы, где наказывали нацистов. Там уже, если на главном процессе там было их человек 10, на этих это еще 100. А были еще процессы локальные. То есть в каждой области, в каждой земле Германии, плюс на куче оккупированных бывших территорий судили немцев разных, которых просто не дали им уехать там, в Германию, например, при отступлении, а судили, например, в Риге, там, еще где-то. И вот это все, конечно же, нас ожидает. Причем это может быть когда угодно, но этого нет срока давности. Вот все списки этих преступлений срока давности они не имеют, поскольку это преступления на оккупированных территориях. То есть через 20 лет пойдет путинский режим, значит, через 20 лет этих людей будут добывать, выцарапывать, получать и судить. Это часть первая. Но есть часть вторая. Это финансовая составляющая. Вот когда была конференция G7, сколько это уже 2 недели прошло, тогда вдруг они там заявили, сославшись на данные Мирового банка, что Россия должна выплатить репарации в размере, по-моему, 480 миллиардов. Но это ерунда полная. Какие 480 миллиардов? Вы вообще о чем? Какой Мировой банк? Я думаю, что если посмотреть вот на все вот эти случаи, которые указаны в отчетах ООН, вот в этих отчетах, плюс все, ведь россияне, естественно, должны каждому нашему военнослужащему, и тому, кто просто служил на фронте, и тому, кто был ранен, тем более, или там семьям погибших, и каждому украинцу тоже россияне должны, потому что вот Россия уничтожила энергоинфраструктуру. Это факт. Соответственно, каждый житель Украины понес материальные убытки. Не только от отсутствия электричества, от потери рабочего времени, от потери здоровья, кстати, потому что там, понятно, да, миллион всяких причин и так далее. Вот все это нужно компенсировать, все это. И это речь, конечно, не про какие не сотни миллиардов, это речь про триллионы долларов. И вот такие решения суда – это просто начало, первые папочки. Но надо понимать, что мы этим заниматься будем, примерно, я так грубо скажу, где-то 100 лет. То есть вот мы в течение 100 лет после войны будем получать с Российской Федерации и с ее граждан вот эти самые платежи в разных совершенно видах. Это не один большой такой договор о репарации. Знаете, с немцами тоже был договор о репарациях. Он был, они его подписали. Вот столько там репараций. Но после этого еще сотни тысяч организаций, частных лиц подавали в суд на Германию. Узники концлагерей, те, чей труд использовался насильно, там, кто потерял там дом и так далее, и так далее. И все это Германия платила и платит сейчас. Сейчас, после Второй мировой войны, прошло 80 лет, Германия сейчас выплачивает репарации частным лицам и каким-то общественным организациям, кстати, тоже. То есть это государством выплачено, а частным лицам еще не все выплачено. Вот, поэтому вот эти документы туда и лягут, вот эти решения судов.
Да-да, заплатят по всем своим счетам на выходе и входе в Гаагу. Упомянули мы с вами уже, Михаил, и вы отметили абсолютно верно, что и помощник госсекретаря США Джон Басс, а также присоединился к его такой позиции, так сказать, от себя Патрик Райдер, представитель Пентагона, бригадный генерал. Они сказали, надо России оглянуться назад, войска свои вывести с наших территорий, тогда закончатся жертвы среди их военных и среди их гражданского населения не только. Ну, понятно, что этого они никогда не сделают. И вот выходит некий такой есть не товарищ Васильев и говорит, который является лидером фракции «Единая Россия», Владимир Васильев, говорит, это вот эти штаты там что-то задумали, хотят что-то организовать, инспирировать, наносят удары по Крыму. Ну да, прямо из Вашингтона запускают, нажимают. Ну давайте мы его послушаем. Вот у него своя точка зрения на реальность и обсудим. Мы проходили худшие времена. Россия имеет закалку и подготовку к этому. Но тем не менее от этого не менее больно и тяжело. Когда убивают и ранят детей, это запредельно. И в Соединенных Штатах нашлись люди, которые стали об этом говорить и понимать, что не лишает надежды. И сегодня в этой ситуации очень важно на минуту хотя бы задуматься, а чего хотят те, кто сегодня наносит удары по Крыму, и те, кто вооружает их современным оружием в Европе, цивилизованной, так называемой, и в Соединенных Штатах. Они хотят решить свои интересы, мы это понимаем. Они хотят обезлюдить Украину, мы это тоже понимаем. Но они всерьез верят, что Крым вернется в Украину. Кажется, тот в бордовом галстучке поближе к нему тоже, вообще-то, честно говоря, всерьез верит, что Крым вернется в Украину, потому что Крым это и есть Украина. Они вообще отбиты или просто вот продолжают это втирать населению, говоря еще, что и туристический сезон в разгаре, езжайте, пожалуйста, все безопасно. До них дошло, если вы заметили, до них дошло, про Крым вернется в Украину. Раньше ж не доходило вообще никаким способом, просто никаким. Да. А сейчас, вот видите, эти заявления пошли, наконец-то они поняли, что, оказывается, да, задача вот такая. И, кстати, до них много чего дошло. Этот вот человек, я не знаю, кто он такой, ну какой-то, да, неважно, рассказывает, что Крым вернется в Украину. Путин во Вьетнаме рассказывает о том, что России будет нанесено стратегическое поражение. Это же впервые. Это впервые. Он говорит, они хотят нанести России стратегическое поражение. Говорит Путин. Если бы он на этом поставил точку, ну окей. Мало ли что, они хотят. Но он не поставил точку. Говорит, но если они нам нанесут стратегическое поражение, то мы взорвем весь мир. Там, ну, в общем, он там описывал, по сути, ядерный апокалипсис, который Россия устроит. Потому что, говорит, Россия тогда прекратит существование. То есть он признает, что у Запада есть возможность нанести стратегическое поражение России и уничтожить Российскую Федерацию. Это уже признает Путин. Это уже не... Ну, представьте себе, да, в 2022 году он не мог бы допустить, что Россия проиграет войну настолько, что прекратит свое существование. Мы про это говорили всегда, что в этом цель уничтожить Российскую Федерацию как государство. Вот Путин это понял. Его подчиненные поняли, что потеряют Крым. Это нормально, это очень как бы хорошо, да, конечно. Мы только за... Это правда. Не уверена, конечно, что поняли все россияне, что Крым это не их. Они, конечно, начали там уезжать и сдавать путевки. И, как сообщили РИА Новости, глава Ассоциации туроператоров России, после ракетного удара, как они это позиционируют, по Севастополю упали на 20% продажи в сравнении с прошлым понедельником. А вот мы так размышляем тут тоже, а почему не на все 100? Неужели те 80 серьезно думают, что Учкуевка, как сказал вице-президент АТОР и как сказал еще Константина Владимир, незаконный глава Госсовета Республики, безопасное место, можно купаться, плавать, загорать. Ну, купаться, плавать и загорать можно. Вообще, вы знаете, тут про эту историю надо говорить осторожно. Я лично говорю осторожно про историю с падением там ракеты на этот пляж. Почему? До сих пор мы не знаем имен погибших. Не знаем. И россияне не сообщили их. Ну, списка какого-то погибших. Да, кстати, почему? Когда я увижу список погибших и увижу, что в нем нет украинцев, тогда я могу и стихи почитать. Про это сейчас не буду. Потому что, не дай бог, там, ну, не свои, в смысле, а известные. Но, к сожалению, там могут оказаться жители Украины, граждане Украины наши, если там среди пострадавших. Этого мы не знаем. Пока мы знаем только одно точное имя. Это семья заммэра Магадана, у которой, очевидно, россияне, то есть приехавшие оккупанты. И вообще,
когда россияне пытаются сейчас апеллировать к тому, что, мол, там что-то Украина нарушает, или что Америка там наносит какие-то неправильные удары по гражданским, то нет, это не так. Есть международные законы. И естественно, что в Госдепе США эти международные законы знают. Тот международный закон, которым регулируется нахождение сейчас россиян, граждан России на территории Крыма, это Конвенция о защите гражданских лиц во время военных действий от 1949 года. В нем есть статья 4 в этой конвенции. И статья 4 прямо говорит, она определяет, кто такие гражданские лица. Кто такие гражданские лица во время войны. И там все перечислено с одной важной фразой, что это касается только тех, кто не является гражданами страны-оккупанта. То есть граждане Российской Федерации не обладают правами гражданских лиц, когда они находятся, например, в Севастополе. Не обладают. Не подпадают под Конвенцию о защите. Против них можно применять любые виды вооружений. Любые. Точно так же, как против военных. Они не являются военной целью, поэтому мы осознанно не наносим по ним удары. Но мы не должны учитывать их нахождение там. То есть представьте себе пляж, где мы точно знаем, что это нет украинцев, там, да, что это 100 туристов из России приехавших. И на этом пляже один российский солдат. Один. И 100 туристов. Вот мы имеем право, полное юридическое право, нанести удар по этому пляжу, чтобы уничтожить этого одного солдата. То, что при этом погибнут вокруг 100 туристов, это не является нарушением международного законодательства, потому что они не были гражданскими лицами, они были гражданскими оккупантами. Хотя этого термина и не существует, официально я его сам придумал. Вот. И вот до этого еще пока это до россиян не доходит. А до американцев дошло. Я уверен, что это в том числе благодаря нам, что мы это постоянно повторяем как мантру, да, эту историю. И они впервые стали про это говорить, что не-не-не, подождите, это как бы россияне, ничего не знаем. Крым – территория Украины. Это много раз повторил вот этот зам госсекретаря. Это Украина, и он, естественно, Украина может делать с ним все, что захочет. Михаил, ну действительно, это очень хорошие гражданские оккупанты, такой термин, который показывает это все, потому что их не звали, они по разным оценкам от 800 тысяч до миллиона россиян за эти годы понаехали, причем не только пользуются, ничего не понастроили, ничего не привели в порядок, и вот продолжают чувствовать себя как дома. Ну, думаю, что уже... Ирина, внимание, секундочку. Вот вы сказали, они ничего не построили. Это им заслуги. Расскажу почему. Значит, объясняю. Ну, давайте, смотрите, сам факт прибытия на оккупированную территорию – это 5 лет лишения свободы, потому что это пересечение границы во время действия военного положения. То, что они где-то живут, в принципе, где-либо, это 3 года лишения свободы, потому что это незаконное занятие жилища. Да. Это мы сейчас берем без применения силы. То есть это не касается российских военных. Потому что они же где-то поселились. Значит, они, грубо говоря, например, заплатили за аренду, но они заплатили-то чем? Не деньгами же, да, рублями. Правильно? Да. То есть они, получается, незаконно заняли жилище. В любом случае такая сделка не признается Украиной. Это 3 года, то есть 8 лет. 8 уже, да, я тоже посчитала. Сегодня любой, когда в гостиницу, неважно куда, в гостиницу, то он же тоже рублями заплатил, значит, без денег получается. Значит, любой гражданский оккупант, он по закону Украины, я не говорю, что мы его будем ловить, там, этим заниматься, я говорю, в принципе, в теории, да, это 8 лет лишения свободы сразу. Но тот, который что-то построил, как вы говорите, это, извините, незаконное строительство и захват земли. А это еще десяточка вырисовывается. Поэтому то, что они ничего, слава богу, не трогали своими грязными кривыми руками, это только хорошо. Ну, для них, наверное, да, даже лучше. И для нас, и для них. Ну, да, хоть что-то для нас, нашлось. Не дай бог, потом это все сносить, слушайте. Ну да, кому надо, действительно. А тут и так за ними. Они уже, ну, зато они разрушили много наших домов, и не только на других наших оккупированных территориях, потому что это и есть такой русский мир, который все рушит. Но там мы отстроим. В Дагестане начали чистку чиновников на предмет связи с исламистами. Сергей Меликов, глава региона, говорит, проверю всех и каждого. Приду и в носу поколупаюсь, и, значит, и везде, и в уши посмотрю, и в рот позаглядываю, проверю всех, и говорит, это никакое не нарушение депутатской этики, что вы, это так вот надо происходить, чтобы такое происходило. Путин молчит, понятное дело, ну, у него все, что произошло с отдыхающими в Севастополе, они не нашли укрытие, да, что произошло с полицейскими в Дагестане, ну, их расстреляли, это все как отсылы к подводной лодке «Курск», которая, она же утонула. Михаил, что видите вы? К чему приведут эти чистки, зачем Меликов показывает бурную деятельность, и что стоит на самом деле, как вы полагаете и оцениваете, за подрывами Дагестана очередными, напомню?
Во-первых, да, я, кстати, забыл ответить на ваш вопрос, это вы мне сейчас напомнили по ходу пьесы по поводу там отдыхающих в Крыму. Действительно, они же еще и сказали, что и на Кавказ тоже можно ехать без проблем, в Махачкалу отдыхать, тоже все хорошо. Это в один день вышло два заявления, что, дескать, вы уж там разрешите гражданам России отменять туры, если они захотят, но, в принципе, причин отменять нет, прекрасный, отличный отдых и на Кавказе, и в Крыму. Но тут россияне неисправимы, конечно, ну, вы видите, да, ну, они ехали через заминированные дороги Мелитополя в прошлый сезон, когда мы мост разбомбили. Поэтому сейчас они продолжают ехать. Хотя, я уверен, что если посмотреть на количество, они все-таки идиоты, но не совсем уж до конца. Поэтому я думаю, что в количестве... Это сейчас они отменили 20%. Но в нынешнем сезоне там, наверное, раз в 10 меньше, чем было до активной фазы боевых действий. Вот. А по поводу происходящего в Махачкале мне меньше всего есть что сказать. Объясню почему. Ну, какие-то люди, боевики так называемые, нападают на полицейских и убивают 15 полицейских. Это для нас в плюс или в минус? Ну, конечно, в плюс. Это 15 российских полицейских. То есть 15 российских силовиков, которые иначе оказались бы на фронте. Это силовые структуры Российской Федерации. То есть это хорошо, что эти люди убили 15 полицейских. Теперь, а полицейские убили 6 боевиков. Это для нас хорошо или плохо? Хорошо. Потому что это какие-то российские, опять-таки, боевики, которые тоже оказались бы на фронте, если бы они не оказались вот этими вот... не оказались какими-то восставшими. Мало того, если бы их захватили живыми, их бы отправили потом тоже на фронт, в ЧВК воевать. Поэтому для нас идеальный результат. Вин-вин, как говорится. Мое единственное переживание, что это длилось так мало. Если бы они с обоих сторон в 10 раз больше бы там, да, было бы вообще хорошо. Это такой самый увлекательный вид спорта, когда ты болеешь за обе команды сразу. Вот. Это все, что я могу сказать, правда, про это. Потому что переживания насчет там, что они какую-то межконфессиональную вражду несут, ну, евреев там, по-моему, и нету, поэтому они в синагогу сожгли, а там евреев ни одного не нашлось уже. Все евреи, я думаю, сбежали давно. Какого-то священника там они убили. Но он же служил кому? Мы же знаем. Не этому, который наверху он служил, а патриарху Гундяеву он служил, этот священник. Поэтому тоже вряд ли был нашим большим другом, в общем-то. Поэтому нам никакого ущерба с этого нет. Вы знаете, на этой неделе написал великую статью, я считаю, великую. Патрушев. Советник. Это советник президента России по кораблестроению. По кораблям, да. Он написал статью большую, конечно же. Сказал, что Штаты проводят просто империалистическую войну против России. И вообще все нападают на Российскую Федерацию. Очередные вот такие излияния. И в кратком вступлении, которое тянуло бы просто на докторскую диссертацию историческую, он написал несколько очень интересных вещей. Вот я почему вспомнил. Про как раз межконфессиональный мир он написал. Что Россия появилась в городе Ладога в 752 году. Не 1700, а просто 752. И она появилась в этом городе Ладога и установила там межконфессиональный мир. И я сел чесать голову с вопросом. А какие же конфессии существовали в городе Ладога в 752 году? Сторонники шамана Габышева и сторонники Кашпировского, видимо. Потому что, ну, понятно, христианством тогда еще и не пахло в городе Ладога. Поэтому мне было даже интересно, какой же межконфессиональный мир они установили. А второе, это так уже просто к слову, раз уж я упомянул, простите, Патрушева в этом контексте, он там такую штуку, прямо им нужно срочно в этого Такера Карлсона обратно вызывать. Потому что он сказал, что издревле, значит, в Нижнем Новгороде россияне славились своей образованностью, в отличие от европейцев. И когда в Европе еще писать не умел никто, только аристократия, то в Нижнем Новгороде у них есть берестяная грамота, которую написала простая крестьянка из Великого Новгорода своему возлюбленному. Я думаю, надо вызывать Такера Карлсона, приносить ему папку, говорить: смотри, читай. Крестьянка, видишь береста, видишь буквы. Да, это прекрасно, конечно. А как вы полагаете, с чем связано это его историческое и душевное излияние? И кому оно адресовано? Кому посыл это должен быть? Да, адресовано оно, конечно, Путину, но... Ну, конечно, да, конечно. Так сказать Путину. не может словами. Нет, это адресовано Путину. Он должен был внести свой вклад в исторические расследования Путина. Но тут у меня есть предмет личной моей гордости. Потому что я предсказал появление этих статей. Объясню, когда. Когда Патрушева уволили и назначили на пост советника по кораблестроению, то вышел Песков. И, рассказывая об этом, упомянул удивительный факт. Он говорит, вот назначен советником по кораблестроению с правом публичных высказываний. Было так сказано. Точно.
И я Вот тогда они. сказал, смотрите, вот это с правом публичных высказываний означает, что ему разрешают по-прежнему писать статьи в газете «Аргументы и факты». Вот. И действительно, смотрите, появилась статья. Кстати, не знаю, где она появилась, потому что я ее на сайте «Эхо» нашел почему-то. Не знаю. Правда, что это за «Эхо» уже непонятно. Какое это «Эхо». И там не написано, что он по кораблестроению, понимаете, они постеснялись. То есть написано Николай Патрушев, советник президента Российской Федерации. И дальше вот весь этот текст. Вот если бы по кораблестроению, то они что, из берестяных грамот эти корабли строят? Было бы непонятно, да? Вот. Но почему он сейчас написал? Потому что Путин, когда это было, сейчас попробую вспомнить, дай бог памяти, на День России, 12 июня, Путин, это же не так было давно, да, 13 дней назад, Путин вышел и сказал, что, оказывается, Русь появилась в Новой Ладоге, Старой Ладоге. И в Рюриковичевском подворье, или как он там называл, в Рюриковичевском граде. Патрушев все это услышал, понял, что политика партии поменялась, и что он отстает. Потому что я уверен, что он в своих прежних статьях ссылался на какой-нибудь там московских князей, на что-нибудь подобное. И тут надо срочно что-то делать. Что не Владимир Большое Гнездо, значит, а, оказывается, Ладога. И поэтому он в срочном порядке написал вот эту всю ахинею, чтобы Путин засчитал, что он тоже согласен со всеми главными речами Путина. Это вот абсолютно точно. Он же хочет вернуться и снова вернуться на высокие посты, Патрушев. Поэтому он обязан следить за каждым словом шефа, ловить его и первым из всех закричать «да-да-да, именно Ладога, а кто мог сомневаться». Ну да, конечно же. Тут, собственно, никто, ни мы даже не сомневаемся, что же тут чистая правда и чистая история, как всегда, все в Российской Федерации. Мы упомянули, что хорошо, но мало, да, в Дагестане, зато Михаил часто. Там же вот почему нет евреев, потому что антиеврейские погромы прошли буквально в конце октября 29-30 чисел прошлого года, а перед тем, незадолго, собственно, до этого, в конце сентября года 2022 тоже Дагестан взрывался протестами из-за мобилизации. Недовольные выходили, потому что Путин оттуда и начал грести, чтобы свои империалистические амбиции ценой жизни жителей региона, собственно говоря, и удовлетворять. Поэтому мне кажется, что вот 3 раза хорошо, но будет еще чаще, не так ли? И, возможно, не только в Дагестане. Ну, я не знаю. Дело в том, что прошлые вот эти еврейские погромы, которые были в Махачкале тогда, где-то это было сколько-то месяцев назад, они же были вызваны конкретным событием. То есть это было вызвано заявлением Путина о том, что во всем виноваты евреи. Но я сейчас утрирую, я не помню дословно уже это заявление Путина. Поэтому это были погромы, устроенные именно путинистами, сторонниками Путина. Вот в этом был весь флёр-то, да, этих людей. Что они были как отобраны? Не на основе того, что они какие-то фундаменталисты, исламское государство, нет. То это сторонники Путина, услышав его слова о том, что евреи во всем виноваты, устроили еврейские погромы. А сейчас совершенно другое содержание, согласитесь. Сейчас это не про... В общем, это даже не было про еврейские погромы. Это было там какие-то игиловцы, да. Но это другая причина. И я бы скорее куда это все записал, эту причину. Вот в это братство, международный террористический интернационал. С тех пор, как Россия стала страной-террористом постепенно, и вот сейчас уже в Сенате и Конгрессе, как вы знаете, рассматривается законопроект о признании ее страной спонсором терроризма, то естественно, что ее главными партнерами стал Талибан, об этом было объявлено официально. Вчера в Москве была делегация Хамаса во главе с Абу Марзуком, главой там, политического крыла Хамаса. Она подписала договор, чтобы не сомневались о сотрудничестве в области энергетики и строительства инфраструктуры. То есть, скорее всего, имеется в виду туннели вот эти в Газе, да, через которые воюет Хамас. То тогда ты становишься частью этой системы. Ты один из них. А когда встречаются террористы на террористический конгресс, то, естественно, все, что они умеют, то и делают. Взрывают друг друга. Это логично. Да, это вот теперь такие гости в Российской Федерации. Но в то же время вот меня очень удивило, что будут гости нормальные. Премьер-министр Индии впервые посетит Москву после начала войны. Что это такое, пане Михайло? А там нефть, как бы зарабатывать-то надо премьер-министру Индии. Он никогда не прерывал контактов с Путиным, никогда не прерывал. Ехать. Он не ездил, конечно, но вот. Встречался с ним, как вы помните, где это было, по-моему, в Душанбе они встречались на саммите чего-то там, не помню, то ли ШОС, то ли чего-то. И все эти встречи уже были. То есть Индия страна, которая наживается, во-первых, хорошенько на войне, на том, что Россия вынуждена задешево продавать нефть. Индия основной после Китая покупатель российской нефти, а может быть и даже, кстати, опережает, не знаю. Дальше. В Индии население, в принципе, оно ведь очень так странно настроено, но точно не проукраинское вообще. Оно нельзя назвать пророссийским, но вот я помню, наблюдал, когда читал статистику, исследования индийские, удивительное. У них...
что-то около 80% интересуются событиями российско-украинской войны. Небывало высокий процент. Вот вообще нигде не интересуются столько, сколько в Индии почему-то. И у них там нет особых симпатий ни к одной из сторон. Поэтому для них это какой-то такой интересный фактор. Ну и главное, я думаю, цель. Есть цель конкретная. Это же Моди и Путин. Моди, да, его зовут? Моди. Нарендра Моди. Моди, Можно да, назвать Моди. теперь и Моди, я в думал, принципе. Моди, Путин. Нет, Моди и Путин. Да, это уже, извините. Им надо сейчас решить проблему после того, как США ввели санкции против Роскомфлота. А тут еще и Евросоюз позавчера ввел 14-й пакет санкций, там снова Роскомфлот. И в этих санкциях, в частности, серый флот так называемый. А ведь как возилась нефть в Индию? Она вся возилась нелегальными, несуществующими на бумаге танкерами. А теперь европейцы их просто не будут из Балтийского моря выпускать. А мы из Черного не будем выпускать эти нелегальные танкеры. И получится, что им как бы негде загружать особо нефть. Это большая проблема. Вот они сейчас собрались аж через там Арктик, там чего-то, через Северный морской путь в Индию возить. Ну, потому что прям у них большая проблема. Негде. И им сейчас надо решать вот эту логистику как-то. Как они будут нефтью дальше торговать. Потому что в Европе условия, что если вы продаете дороже, чем по этому разрешенному потолку, то мы блокируем, арестовываем и так далее. А мимо Европы не проплывешь вроде как. У них очень большие сейчас сложности с этим. Пане Михайле, ну еще одна такая интересная, приятная нам новость, скажем так, весьма ожидаемая. Не просто, говорят, нам будет все в один голос, не просто, но интересно и полно возможностей будет. Значит, Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, сегодня искренне поздравила нас, искренне поздравила Молдову. Говорит, ну все, начался наш путь в полномасштабное вступление. И нет, не войну, как это делает Путин, а в Евросоюз. Разные есть оценки, перспективы до 30-го года, может раньше, может позже. Тем не менее, вот так, хороший плевок Путину, как мне кажется. Ну, первое, что мы обязаны сделать, это так называемые алаверды, то есть выступить с ответным словом и поздравить Урсулу фон дер Ляйен с тем, что, похоже, ее все-таки выдвинули на второй срок после долгих мучительных переговоров. Тоже приятно. И заодно уже, чтобы два раза не вставать, еще и Каю Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, который, опять-таки, похоже, если верить Франкфуртер Альгемайне, то ее выдвинули на пост главы дипломатии Евросоюза, что тоже для нас это просто огромная победа. Ее же почему не хотели выдвигать? Потому что кто-то из европейских дипломатов сказал, мы ее выдвигаем за то, что она ест россиян на завтрак. Вот такое было возражение. Она действительно ест россиян на завтрак, она этим, собственно, знаменита, Кая Каллас, и мы очень благодарны ей за это. Вот. Ну, а теперь, если говорить о нашей европейской перспективе, то, конечно, сегодняшняя дата, 25 июня, она станет исторической. То есть, когда-нибудь вы откроете Википедию, спустя через 20 лет, вы откроете в Википедии раздел «Вступление Украины в ЕС», и среди основных дат будет названо 25 июня. Потому что все время по другие страны, если вы посмотрите, там дата, когда приняли кандидатом, дата подачи заявки в кандидаты, дата принятия в кандидаты, дата начала переговоров, дата окончания переговоров, дата принятия. Вот 5 основных дат в истории отношений любой страны с Евросоюзом. Ну, кроме учредителей, конечно, которые никуда не вступали, ничего не проходили. Вот, поэтому сегодня историческая дата номер 3, когда мы начали эти переговоры. Впереди путь длиной в 1000 лиг, к сожалению. Потому что по минималке самой, это если без учета войны, это 8-9 лет. Это минимум, вот эти переговоры. У нас, уверен, что дальше больше, потому что и война, и мы очень большая страна. Никогда еще Евросоюз не принимал к себе, ну, по территории точно такой никогда не принимал, потому что у них просто у самих такой нету, понимаете? Вот. Ну, по населению, конечно, принимал. Хотя тоже, если вспомнить, а кого принимал Евросоюз с таким населением большим, наверное, никого. Вы знаете, вот тоже могу заподозрить. Потому что другие уже были учредителями. Поэтому это будет огромный, долгий путь. Но мы его точно пройдем, потому что уже первые 2 важные ступеньки, которые мы тоже шли не одно десятилетие, и нашими революциями не только, мы уже успешно преодолели. Поэтому тут даже сомневаться не приходится, что и мы рады и благодарим, что нас принимают в Евросоюз. Ну и Евросоюз тоже, думаю, получит от нас очень много бенефитов для себя. Михаил, спасибо вам огромное от души за эту сегодняшнюю беседу на темы исторические во всех отношениях этого слова. Благодарю вас за вашу позицию, юмор и за то, что вы есть. До новых встреч. Спасибо, Ирина. До свидания.
Михаил Шетельман, политтехнолог. Была с ним я, Ирина Узлова. Друзья, спасибо, что вы были вместе с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube Михаила. Легко найти его в описании под этим видео. Да и Михаил Шетельман не прогадаете никогда. Найдете там еще больше аналитики, информации и не только. И на YouTube 24-го подписывайтесь тоже, пожалуйста. Каждая ваша подписка, лайк, комментарий позволяет нашим разговорам продвигаться его просторами. Берегите себя, увидимся и победим.